Всем привет, дорогие друзья! С вами CryptoWatchmaker, и сегодня у нас разбор сайта CryptoRank. Продолжаем обучение и разбор самых популярных крипто-сайтов. Давайте без лишних слов погнали к делу. CryptoRank.io. Ссылочка, если что, будет в описании. Переходим на главную страничку, и что мы видим? Естественно, данный сайт очень похож на сайт CoinMarketCap. Существует еще из подобных сайт CoinGecko, но, на мой взгляд, CoinGecko абсолютно никак не развивается. И вот из актуального я бы вот на вашем месте использовал CoinMarketCap и CryptoRank. На главной странице CryptoRank также у нас имеется фильтр монет, ну и также поиск, естественно, монет. Здесь имеется базовая информация, но также, нажав на кнопку таблицы и фильтры, вы можете также добавить здесь какие-то дополнительные фильтры, которые вам требуются. Например, также изменения за 30 дней, за 3 месяца, да, жмем применить и получаем 2 дополнительных колонки. В ширину, к сожалению, не расширяется, но это и не важно. Вообще, CryptoRank старается идти чуть-чуть по другому пути, чем CoinMarketCap, и развиваются они немножечко по-разному. Например, здесь, если мы перейдем в монеты, то увидим, допустим, динамика, да, и здесь уже конкретно фильтры выбраны по изменениям за определенный период времени той или иной монеты. То есть далее у нас как раз растущий, то есть по монетам здесь сразу отдельно множество фильтров вынесено, где мы можем посмотреть, какие, например, монеты у нас сейчас более активно растут, да, в период там за 30 дней, за 7 дней, за ближайшее время. Все это, естественно, сортируется. Довольно интересная вкладочка All Time High. За все время самая высокая цена токена. И мы можем здесь посмотреть, какие за последнее время, то есть дата АТХ, да, выросли до максимальных значений монетки. Что тоже может, кстати говоря, являться вашей стратегией, потому что частенько монеты, которые бьют АТХ, да, естественно, пойдут на коррекцию. Вы можете ловить эти коррекции, шортить эти монеты, но, кстати говоря, это довольно опасно. Поэтому вы должны понимать, что вы делаете. Но здесь можно отслеживать все эти монеты. Да и вообще можно отслеживать волатильность монет и еще кучу различных метрик. Естественно, нажав на ту или иную монету, мы провалимся вовнутрь. Здесь мы можем увидеть уже всю информацию по этой самой монете. Также у нас здесь имеются контракты для различных сетей. В разных сетях, естественно, у монеты имеется разный контракт, чтобы у вас отображалось, да. Большинство из них вы сразу же можете добавить в MetaMask, либо просто скопировать адрес контракта и добавить вручную, например, в какой-то другой кошелек, например, тот же самый Trust Wallet. Кстати говоря, MetaMask и Trust Wallet — это, наверное, у нас будут следующие кошельки, которые я буду подробно разбирать на видео, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить. Здесь мы видим, листая дальше вниз, более развернутую информацию по команде той или иной криптовалюты, да, что мы видим, основатель SEO у нас Паоло Ардуино. Отсюда мы можем перейти в X данного человека, либо в LinkedIn. Смотреть аналитику цены тезера смысла не имеет, потому что это стейблкоин, и он всегда находится на уровне $1. Ну, бывают очень-очень маленькие резкие скачки, но это абсолютно нормально. Ну и ниже котировки на разных биржах, самые популярные трендовые пары, да, которые имеются к тезеру, и, естественно, новости. Здесь вы можете найти самые свежайшие новости о той или иной криптовалюте, естественно, в которую вы зайдете, про ту и будете читать. Ну и, естественно, описание компании Tether, что это такое, вы также можете здесь найти. То есть, выбрав ту или иную криптовалюту, вы можете найти о ней абсолютно любую информацию, точнее, полную информацию, в том числе и капитализацию, разбавленную ликвидность, общее предложение, объем торгов за ближайший период, да, и так далее. Максимальную цену, минимальную цену. Ну и CryptoRank развивается, поэтому многие функции добавляет, которые можно получить только имея какой-либо премиум тариф. Если говорить о тарифах, бесплатного обычно более чем достаточно, да, ну вы можете купить какой-нибудь Lite за $9 в месяц, $108 в год. Ну и премиум я даже не знаю, кому нужен. Можно посмотреть, чем отличается. Эксклюзивные раунды финансирования. Мне даже интересно, может ли здесь быть какая-то информация по эксклюзивным раундам финансирования, которой нет на других сайтах, где мы можем попытаться также это отследить. Метрики доминации Venture Capital и прибыль венчурных капиталистов, премиальные аналитические метрики. Можем даже посмотреть, какие именно. Но обычному человеку будет достаточно абсолютно бесплатной версии.
Если CoinMarketCap больше направлен на именно монеты, биржи, да, то здесь мы видим, что здесь имеется также еще фандрайзинг, и здесь он довольно-таки расширенный, да, мы сейчас смотрели, что имеются даже дополнительные метрики, и вы можете выбрать тот или иной фонд, то есть либо по фондам, либо по проектам можно зайти и посмотреть, например, куда сейчас инвестирует Coinbase Ventures. Мы можем посмотреть, что 5 дней назад, 20 августа, они инвестировали $5 миллионов в проект Legion. Также мы можем зайти, естественно, в проект Legion и посмотреть, что это за проект, почитать про него, да, посмотреть, какие другие фонды инвестировали в этот же самый проект, да, причем фонды по тирам, что тоже очень удобно. Ну и вообще, то есть, какие дополнительные, допустим, частенько пишут запланированные раунды, да, инвестирования, но здесь мы видим, что собрали $7 миллионов и какие фонды. Есть даже такой способ инвестирования у людей, да, люди заходят, смотрят какие-то самые топовые фонды, куда они инвестировали и инвестируют в те же самые монеты. Например, многие монеты, естественно, сначала фонды в них заходят, например, вот он, Андерсон Хоровиц. Вот на многих проектах есть pre-seed раунды, потом как раз-таки проекты выходят, допустим, на лаунчпадах где-то, на лаунчпулах, а уже на криптовалютной бирже, где уже обычные люди могут инвестировать в те или иные проекты. То есть CryptoRank больше как раз-таки нацелен на фандрайзинг, на мой личный взгляд, чем на просто обычные метрики, как у CoinMarketCap. Поэтому, если вы хотите инвестировать в какие-то проекты на ранних стадиях, ищете какие-то лаунчпады, лаунчпулы, то вам как раз-таки на CryptoRank. Следующая вкладочка — это у нас аналитический дэшборд, то есть здесь мы можем посмотреть динамику инвестиций, сколько вообще сделок было, да, у тех или иных проектов за последнее время, ну, точнее, у тех или иных фондов, да, количество инвестированных раундов по различным категориям, кто инвестирует. Ну, здесь тир 1, да, мы видим, что фонды, тот же самый Coinbase, что куда они инвестируют, то есть в DeFi проекты, геймифи проекты. Анимоника мы видим, что прям неплохо так в геймифи, да, инвестирует денег, блокчейны, инфраструктуры и так далее. Довольно много различных метрик, которые вы можете по инвестициям здесь найти. Далее IDO и ICO. IDO, ECO и EEO. Что за непонятные аббревиатуры? Если говорить про IDO, это Initial DEX Offering, то есть это различные DEX, PancakeSwap и прочие, да, какие-то отдельные площадки, их довольно много, и мы здесь это увидим, да. EEO это Initial Exchange Offering, то есть это где выходит на криптовалютных биржах. И ICO это уже выход, скажем так, ну, проект, который непосредственно, грубо говоря, там со своего сайта делает эти самые пресейлы, ну, около напрямую, да, и вообще ICO сейчас занимается буквально несколько сайтов, но мы тоже это, я думаю, здесь увидим. Вот здесь мы, в принципе, просто можем посмотреть предстоящие проекты, которые выходят, посмотреть, какие фонды в них инвестировали, сколько привлечено инвестиций, ну и, в принципе, на какой платформе происходит как раз-таки распродажа тех или иных токенов. То есть, теоретически вы можете также зайти и инвестировать в тот же самый токен, да, если вы увидите здесь лаунчпад, и у вас при этом есть доступ к тому или иному лаунчпаду. Если говорить вообще о популярности лаунчпадов и всех вот таких вот пресейлов, то если брать там позапрошлый цикл, да, там 2017 год, то были популярны ICO. Потом в следующем цикле, какой там 2021, да, 2022 год, были популярны IDO, Initial DEX Offering, отдельные IDO-шки, ну, лаунчпады, сами по себе платформы. И сейчас более популярны, ну, частично на многих биржах выходит проект, там люди участвуют в лаунчпадах. В какой-то степени мы пролюбили вообще лаунчпады в этом цикле и стали популярны мем-коины, мем-токены, и люди несут свои деньги туда, то есть в полнейшую скамину. Ну, если честно, в этом бычьем цикле прям таких интересных проектов, на которых прям можно было бы с закрытыми глазами кинуть денег и заработать, их как бы немного. И вся эта тема как будто становится непопулярными. Да, на биржах выходит что-то более-менее интересное, но именно на лаунчпадах особо ничего не выходит. Давайте как раз-таки перейдем во вкладочку лаунчпады и посмотрим, что у нас здесь происходит. Изменили немножечко они оформление, поэтому, кстати говоря, мой обзорчик будет в тему, потому что выглядело это все буквально недавно еще совсем по-другому.
Здесь мы можем увидеть как раз-таки IDO-платформы. Один из самых популярных, допустим, в который я вкладывался, это DAO-Maker. В Gamify я вкладывался, Launchpool, Redkite, VWay, который, можно сказать, что соскамился, и так далее, да, то есть я лично вкладывался в IDO-шки, во многие IDO-шки, и лично мне в этом цикле эта тема абсолютно не нравится, к сожалению. Вот, если говорить о IEO-платформах, то это, естественно, криптовалютные биржи. На первом месте удивительно, что стоит KuCoin, а не какой-нибудь MEX, да, на котором выходит огромное количество проектов. Но, в принципе, здесь мы видим криптовалютные биржи, которые выпускают токены. Gate.io Launchpad, кстати говоря, довольно часто тоже выпускает различные токены. Одни из самых прибыльных это Bybit, то есть там вообще, если в Launchpad ты деньги какие-то вкладываешь, то потерять их почти что нереально. Ну и, как правило, чтобы участвовать в таких лаунчпадах, нужно иметь токены, например, криптовалютной биржи, либо того самого IDO-платформы, да, на которой вы собираетесь вообще участвовать в том или ином проекте. То есть тоже имеются свои условия. Вы не можете просто так прийти, кинуть пачку денег и сказать, я хочу вот этот проект себе купить, да. На многих платформах, если вы хотите этого, придется заиметь сначала токены непосредственно самой платформы. Далее, ICO-платформы, тут, наверное, штуки 3 или 4, 6, да. Ну вот, самое популярное это у нас CoinList, про остальные я даже и почти ничего не знаю. Далее мы можем посмотреть, какие в ближайшее время выйдут или выходили. Здесь почему-то только один проект, но да ладно. Удивительно, что ничего не выходит, или почему здесь ничего нету. Далее, продажа нод. Ноды — это у нас, можно сказать, да, если простым языком, сервера или компьютеры, которые помогают блокчейну, чтобы он вообще работал и функционировал. Как раз таки, имея такую ноду, вы можете за его работу, за работу этой ноды, получать различные вознаграждения, например, в токенах проекта, либо влиять на развитие проекта, да, в общем, получать от этого какую-то доходность, естественно. Надо будет как-нибудь попробовать купить себе пару нот и попробовать на этом позарабатывать. Довольно интересно с точки зрения получения опыта. Погнали дальше. Ну, далее, естественно, у нас метрики, рентабельность IDO-шек и IEO-шек. IDO на каких платформах у нас имеют там максимальную доходность. Как мы видим, что на Binance у нас имеется довольно высокая доходность. Возможно, какой-то один проект выстрелил очень сильно. Ну, либо я могу поверить в то, что на Binance, в принципе, довольно избирательно подходит к выбору проектов. И, в принципе, когда что-то выходит на Binance, в принципе, это может стрелять довольно сильно. Но в основном, как я и говорил, сейчас абсолютно IDO-шки стали непопулярны, и за год мы видим, что доходность в среднем просто минусовая. Буквально несколько платформ имеют плюсовую доходность. Опустившись ниже, мы можем посмотреть более подробно, какая была максимальная доходность. Давайте вот Binance Wallet посмотрим и отсортируем по all-time high, да, и вот мы видим, что, например, данный проект, вышедший на Binance, да, сделал 413 иксов. Это очень и очень много. Но не обольщайтесь, частенько монеты, которые выходят, да, вам не выдают их все целиком на руки за то, что вы заплатили, да, вам могут выдать на TGE, это Token Generation Event, то есть момент выхода токена, да, на торги, к примеру, 10-20% от этого токена, и их вы можете продать. А остальные там 80, к примеру, процентов токенов вы будете получать постепенно, линейными разлоками, допустим, раз в месяц по 5%. Все проекты выпускаются по-разному. Кто-то, допустим, выдает 20% на ТГЕ, потом 6 месяцев не выдает вообще ничего, чтобы не было давления на цену, да, и токен получил какую-то собственную жизнь, да, а потом постепенно начинают выдавать людям, и люди уже решают, что делать с этими токенами, холдить их дальше, либо потихонечку начинать распродавать. Ну и исходя из этого можно сделать вывод, что если вы, к примеру, на ТГЕ получаете 20%, то вам нужно на эти 20%, чтобы отбить сумму инвестиций, к примеру, 5 иксов, чтобы ваши инвестиции хотя бы вышли в ноль. Но я думаю, что имея вот такой вот АТХ ROI, сложно быть в убытке. Ну и давайте, справедливости ради, посмотрим на Binance Wallet худшие проекты, да, и худшие проекты в принципе, не имеют минусовых, да, но оно и логично, что оно выглядит не убыточным, да, что все-таки от цены пресейла
мы сделали выше, но, к примеру, если вам дают 20% токенов, да, а не целиком, вы можете продать только 20%, и вы там, грубо говоря, возвращаете там около 30% своих инвестиций, да, и 70% у вас уже в убытке. Тем более, что АТХ это all-time high, это самая высокая цена за все время. При этом самая низкая цена может быть там на 90% ее укатали, и вы, в принципе, уже не вернете свои инвестиции. Поэтому инвестиции на ранней стадии, в принципе, имеют довольно высокие риски. И инвестировать стоит действительно в какие-то очень и очень надежные IDO-шки. Я бы вот как раз-таки рассмотрел Binance Wallet. Мне даже интересно зайти и посмотреть, проанализировать. Возможно, я бы вложился и также бы в Binance Wallet поучаствовал в IDO-шках. Так что я, наверное, изучу данный проект, и если там будет что-то интересное, обязательно сниму для вас ролик. Итак, погнали дальше. IEO. Здесь уже как раз-таки биржи. Давайте посмотрим, что у нас по биржам. По биржам, на удивление, мы видим в минусе все IEO-шки, но, как правило, биржи выдают 100% токенов сразу. В большинстве случаев вы получаете 100%, за что заплатили, и можете сразу продать. И обычно не бывает такого, что вы продаете что-то в минус. По крайней мере, на бирже Bybit такого не было ни разу. Здесь скорее просто нет информации, как мы видим, более подробной обо всем об этом. Погнали дальше. Естественно, также вы можете посмотреть криптовалютные биржи. Я извиняюсь за голос, я приболел немного и тикаю, скажем так, из последних сил. Криптовалютные биржи, так же как и на CoinMarketCap, вы можете зайти и посмотреть здесь любую биржу, как спот, так и деривативы, также и DEX, децентрализованные биржи, также вот прозрачность этих самых бирж, это скорее всего имеется валютные резервы, то есть это сколько дополнительных денег зарезервировано в случае, если биржу взломают, украдут ее активы, то есть сможет ли биржа вернуть вам ваши, скажем так, инвестиции, деньги, которые вы там хранили и так далее. То есть здесь можно посмотреть прозрачность бирж. В принципе, если у биржи нет каких-либо резервов, не стоит такой бирже, я думаю, что доверять свои деньги. Но все основные биржи, в принципе, мы здесь видим. Там OKX, Gate.io, Bybit, BitGet, там, да, Huobi. То есть все основные биржи, в принципе, имеют криптовалютные резервы. Ну и, в принципе, больше бирж имеют криптовалютные резервы. Здесь просто почему-то не так-то и много в списке бирж имеется. Если мы начнем то же самое смотреть на CoinMarketCap, то у большего количества бирж имеются какие-то резервы. Возможно, там нет аудита, а здесь только с дополнительным аудитом. То есть, естественно, биржа может сказать, что у нас есть криптовалютные резервы, вот посмотрите. А это, в принципе, могут быть деньги там, инвесторов и так далее, а не чистые активы, которые могут быть использованы для погашения долгов, да, и для этого проводится аудит различными компаниями, да, вот мы видим, и здесь наверняка подтвержденные дополнительные активы. Вот, кстати говоря, интересная также вкладочка здесь имеется, это биржевые токены. Биржевые токены очень часто являются очень хорошими инвестициями, потому что, ну вот, кстати говоря, BNB не так давно побил свой АТХ, да, ОКБ побил свой АТХ не так давно, Mantle очень хорошо вырос. Криптовалютные биржи — это в большинстве своем проекты, которые очень и очень неплохо развиваются, да, то есть они расширяются, добавляют новый функционал, тот же самый Bybit там вот выпускает банковские карты, еще что-то, то есть биржа постоянно растет, и, естественно, вместе с биржей будет расти цена на токен этой самой биржи. То есть если взять тот или иной проект, какой-нибудь Gamifi, да, какую-нибудь игру криптовалютную, понятное дело, что цикл ее жизни не такой большой. А если рассматривать с точки зрения инвестиций, что вот еще? Ну, окей, есть такие мировые, скажем так, бренды, там, как биткоин, да, самый главный папа на рынке, там, эфириум, да, который имеет огромную инфраструктуру и так далее. И вот если брать все такие проекты, топ-100 монет, да, они, естественно, имеют под собой там большие компании и так далее. И вот помимо них я бы еще выделил, наверное, как раз-таки токены криптовалютных бирж. Они также могут быть хорошими инвестициями. Лично я, например, коллекционирую, скажем так, токены МНТ биржи Bybit, постепенно накапливаю. Также у меня был Кронос, но он был у меня в прошлом цикле, я его покупал где-то за 11 или за 12 центов. Можете даже найти, наверное, какой-нибудь ролик или информацию.
И продавал я его в итоге, по-моему, за 80 или 86 центов. То есть я тогда на Кроносе тоже сделал хорошие деньги. В общем, поизучайте биржевые токены, это может быть очень полезно. Например, кстати говоря, тот же MX токен, имея от 500 MX, это там на данный момент 1,3 где-то тысячи долларов, да, вы можете получать бесплатно токены проектов, которые выходят на бирже MEX, а их выходит довольно-таки много. Вот, это называется Kickstarter. И как вы видите, что я участвовал в 2163 проектах. Это общий заработок 2700 долларов у меня составил. И это 42% годовой доходности. Вот, и проекты здесь выходят довольно часто, но вот в последнее время реже стали выходить. И, в принципе, на медвежке, кстати говоря, на медвежьем рынке учтите, что их не будет выходить вообще. Ну и снова же, имея те же самые 500 MX, вы можете торговать на бирже MEX абсолютно без торговых комиссий, что тоже очень-очень круто. И я это все к тому, что обратите внимание, что у каждого биржевого токена есть какой-то свой определенный прикол, который вам какие-то плюшки дополнительные дает, участие в лаунчпадах. То есть биржи холдеров своих токенов как-либо награждают, да, теми или иными, скажем так, приколюхами. Частенько випы выдают, еще что-то, то есть понижают комиссии и прочее подобное. В общем, присмотритесь, изучите. Ну или если вы хотите, чтобы я записал ролик, какой-нибудь топ-10 или топ-20 биржевых токенов с их функционалом, то напишите в комментариях, я обязательно сниму такой ролик. Вестинг — это как раз-таки то, о чем я говорил, про инвестиции в IDO, EO и так далее, что вам не сразу выдают все токены. И вот вы можете посмотреть, что здесь в списке вы можете найти проекты, у которых разблокируется часть токенов и будет поступать в общее обращение, то есть поступать в рынок, и вы можете видеть, когда конкретно, да, и какое количество будет разблокировано, в том числе и если вы провалитесь вовнутрь, вы можете посмотреть, чьи конкретно токены будут размораживать и в каком количестве. То есть вот мы видим, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 категорий будет разблокировано токенов. Да, мы видим, что это за категории людей, какие разлоки у них были дальше. Видите, у них была пауза, например, что вот этим всем не выдавали на ТГЕ вообще ничего, то есть на первоначальном листинге, и вот выдают буквально там с какого числа, да. Ну, то есть вы можете полностью проанализировать, кто сейчас получает токены на этом разлоке, кто получал их ранее, сколько эти категории, да, получали ранее, и для себя уже решить, как это может повлиять на цену. Цена будет расти, цена будет падать, или это вообще никак не повлияет на цену. Такое тоже случается, и нередко, кстати говоря. То есть разлоки не всегда роняют цену, да, поэтому учтите, что если выходит разлок, не обязательно это все шортить, потому что не факт, что это все упадет. Ну и здесь в последней вкладке «Продукты» имеются также еще дополнительные различные приколюшки, такие, например, как награды, про которые я вам рассказывал на примере платформы CoinMarketCap, да, то есть можно получать как там бриллианты, тут ракеты, да, просто заходим каждый день и получаем ракеты. А за ракеты мы уже можем получать различные награды. Если мы зайдем во вкладочку «Награды», выберем, допустим, реварды в наличии и посмотрим, что мы можем получить, например, 20% скидку на кошелек Tangem. Это холодный кошелек, про который, кстати говоря, мы также будем разговаривать. Я буду снимать для вас ролики. У меня имеется несколько холодных кошельков, и я обязательно сделаю их обзор. За всего 100 ракет 20% скидку можем получить. Видите, здесь даже без ограничений. Это постоянная акция 100 ракет. Это буквально вход за пару дней. Довольно неплохая скидка за буквально ничего. Далее, дроп-хантинг. Это различные аирдропы, то есть бесплатная раздача монет, ну, за различные активности. Вы можете зайти и посмотреть задания, да. Траты, кстати говоря, видите, есть траты, здесь есть траты, точнее, а где-то нет трат. Вы можете зайти, повыполнять различные задания и получить токены потенциально вышедшего проекта какого-то, потенциально выходящего, да, и вполне себе на этом можно заработать абсолютно без вложений, если у вас есть время, если вы молодой и энергичный, вам лет 14, 15, 16, вместо того, чтобы поиграть в доту, вы можете заняться подобным дроп-хантингом, например, без трат, потому что частенько нужно просто подписаться на какие-то проекты в DeFi, там, где не нужна верификация, да, погонять какие-то монетки между кошельками, либо в тестовых сетях. Допустим, сюда зайдем, давайте посмотрим вообще,
Вот видите, есть для некоторых гайд подписки, да, то есть Paul White подписки, вот, то есть эксклюзивно. А это уже в какой-то степени может считаться, что не каждый сможет участвовать, да, раз нужно подписаться, а значит, у вас больше шансов получить какую-то награду. Ну и вот мы видим, что нужно там подписаться на различных людей в Дискорде, Твиттере, посетить там официальный сайт и так далее и тому подобное. То есть для тех, у кого абсолютно нет денег, но есть желание начать вообще разбираться в криптовалюте, это отличный шанс, потому что как раз таки, участвуя в подобных проектах, вы довольно много информации будете изучать, познавать, и это вообще можно считать как отличный вход в крипту. Да, конечно, за многие вы не получите ничего или около ничего, но некоторые проекты, в принципе, могут насыпать довольно-таки неплохо. И есть, скажем так, прецеденты, где люди прям очень хорошо зарабатывали на подобном. Так что присмотритесь, если ищете что-то без вложений. Естественно, существует также еще и мобильная версия данного приложения. Можно устраивать различные алерты, если вы ждете какие-то токены по какой-то определенной цене, вы можете нажать, допустим, новый алерт, выбрать ту или иную монету, выбрать ценовые уровни, да, и куда вам отправить уведомление, когда цена достигнет этих значений. Это тоже очень и очень полезная штука, да, для того, чтобы вам вручную не заходить и ничего отслеживать, просто выбираете нужные вам активы, нужные метрики, да, и способ уведомления в Telegram, либо на email. Сейчас все пользуются телегой, да, и просто настроив такой алерт, вы можете не тратить время, каждый день заходить и смотреть цену того или иного токена. Просто когда достигнет нужная вам цена, вам придет оповещение, и вы тут же его увидите. Если вы имеете свой сайт, вы также можете использовать виджеты какие-то, да, ценовые и так далее. Вот, имеется также конвертер, чтобы по-быстренькому посмотреть, сколько те или иные активы стоили бы денег, да, допустим, у вас там 100 BNB есть, вы можете по-быстрому зайти и посмотреть, сколько это стоит. Ну, либо у вас нету, и вы хотели бы посмотреть, наверное, конвертер больше полезен для такого, если у вас нет, и вы хотели бы посмотреть, сколько стоит то или иное количество криптовалют, потому что если у вас есть, то вы и так в кошелечке видите, сколько они стоят. Ну и также, естественно, существует портфолио. Например, я сюда подключал свой MetaMask. Вот у меня, допустим, на MetaMask какие токены различные валяются. Это как раз в основном с IDO-шек то, что я получал. Там Layer AI, он, к сожалению, не оправдал надежд. Ну, тут много, на самом деле, не оправдало надежд. GT протокол, например. Ну и еще куча всего. Про токены проектов я вообще молчу. То есть вы можете добавить просто публичный адрес кошелька и отслеживать. Не обязательно даже, чтобы это был ваш кошелек, да. Если вы хотите следить за кем-то, вы также можете сюда его добавить и, собственно, следить. Ну и напоследок, кстати говоря, есть еще такой функционал, который почему-то я здесь не увидел, не добрался, да. Здесь, провалившись в ту или иную монету, есть еще такая вот вкладочка «Арбитраж». Для арбитража, конечно же, существуют специальные софтины, да, которые помогают вам увидеть разницу монет. Ну и, кстати говоря, статистика здесь стала это платной. Раньше это было абсолютно бесплатно. Вы могли посмотреть разницу тех или иных активов на разных биржах, причем в сравнении друг с другом, да, покупать на одной бирже, переводить на другую и, собственно, на этом, естественно, зарабатывать на разнице цен. Ну, как я и сказал, для этого сейчас существует, да и не сейчас, а уже давно, специальный софт. Вот такой вот получился обзорчик на сайт CryptoRank. Пишите в комментариях, какие сайты еще вы хотели бы, чтобы я обозрел, да. Но в этом плейлисте будет еще много всяких интересных сайтов из мира крипты. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видосу, пишите обязательно комментарии в поддержку канала. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.